О, Здорово. привет. Валера не спускался еще? Нет, мы еще ждем. Угу. А скажешь, что сегодня вообще делаем? Сегодня мы с Яной и с Валерой снимаемся для Shop Navi GG, будем снимать наш мерч, поэтому день обещает быть интересным, заодно мы поспрашиваем что-то у Валеры, да, Марк? Марк у нас за кадром, он займется этим в том числе, поэтому оставайтесь с нами, думаю, сегодня получится прикольное видео. С бонусов накопила. У меня в руках Navi карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Navi карту от Тинькофф. Так, ну что, Валера, мы тебя будем провожать куда? Барбершоп. И будем тебе сегодня задавать очень много вопросов, для того, чтобы наши фанаты и зрители нашего канала узнали тебя получше. Значит, расскажи мне, ты переехал в Киев. Да, я переехал в Киев. По какой причине? Где ты жил до этого? Раньше я жил в Тарасовке. Да. Я решил поближе в Киев приехать. Просто потому что... Что столица — это возможности, да? Ну, типа того, да. И ты сейчас снимаешь квартиру, живешь один? Нет, я купил квартиру. Ну как, Ага. не я. Родители купили квартиру, и мы живем с ними. Ну Ага. как мы? Я. Мы, Петр Первый. Так, хорошо, мы не будем говорить, в каком районе ты живешь, но район очень зеленый, классный, и тут очень приятно. Расскажи, как много времени вообще проводишь, насколько для тебя принципиально, где жить? Да, ну, если честно, мне не особо принципиально, где жить. Ты не гуляешь по Ну, ночам? я выхожу во иногда дворе? прогуляться, Ага. там, в магазинчик, так скажем, Не часто. не часто, да. Ну, правильно. Главное, Ты еще молодой. главное, чтобы пинг хороший был. Это важно, действительно. Хорошо, давай поговорим о лане. Это был твой первый лан, вы его выиграли, и хотелось узнать о твоих впечатлениях вообще. Волновался ли ты перед поездкой? Как все прошло для тебя? Ну, если честно, я перед поездкой не особо волновался. Я очень хотел на этот лан. Я давно хотел на лан. И вот лан, у меня не было как такого волнения с самого начала, когда ехал. Все прошло хорошо. Если не брать первую игру, конечно, первую карту с Renegades. Как ты вообще оцениваешь свой перформанс на турнире? Хороший перформанс. По 10-бальной шкале. Где 1 это очень плохо, 10 это, в общем-то, то, как ты себя проявил на наш взгляд. Ну, если брать из 10, то может 7-8. Ага. Так, ну что, ребят, мы уже подошли к барбершопу, сейчас отправим Валеру на преображение, так сказать, и вернемся к вам уже сразу после. 2 hours later. Так, ну мы вынуждены были прерваться. Ты вышел от Барби. Да. Прекрасно выглядишь, прекрасно. Ты готов полностью к съемке. Давай пройдемся с тобой, поговорим о том, о чем мы не договорили. Хотела тебя узнать о путешествиях, потому что киберспортсмены очень много путешествуют. Знал ли ты об этом? Знал ли я об этом? Ждешь ли ты, когда вы начнете с командой активно летать на ланы? Да, я жду, когда мы будем активно летать на ланы. Угу. И какой лан ты бы хотел посетить, точнее, какую страну вот в этом контексте ты бы хотел посетить в первую очередь? Я бы хотел в Америку слетать. О, а куда именно? Ну, хоть куда-то. Хотя бы куда? Хотя бы куда-то. Ну, там на северное побережье, на южное побережье, может, какая-нибудь Калифорния или Нью-Йорк. Что тебе ближе? Хоть куда-то. Зачем выбирать, если можно, в общем-то, забрать все? Это правильно. Хорошо, у нас сейчас Players Break, у вас точнее. Куда ты полетишь отдыхать? Я планирую полететь отдыхать на днях в Турцию, отдохнуть и с новыми силами. Приступить к новому сезону. Да. А ты любишь отдых активный или больше полежать, почилить, позагорать? Я люблю больше активный отдых. Ну, позагорать тоже можно. Хорошо, давай, что активного можно придумать в Турции? В зал можно походить. В зал? Конечно. Ты пойдешь в Турцию, чтобы ходить в зал? Извиняюсь, собака что-то нашла. На лане в Кёльне ты жил один в комнате? Да. Все по одному жили. А если бы тебе дали выбор, с кем бы из твоих тиммейтов ты бы согласился жить в одной комнате? Ходи? То есть, да, со всеми согласился? Со всеми вместе? Нет, ну я имею в виду, я бы не сказал бы то, что нет, с тобой жить не буду, я же так не скажу. Ну да, ладно. Ну предпочтительнее, знаешь, может, с
С Кириллом, потому что Кирилл Да, с душка. Денисом, наверное. С Денисом. Хорошо. Ладно, мы вообще на самом деле идем не без цели. У нас впереди съемка, и мы уже приехали на нашу локацию практически. Хотя кажется, что мы просто в лесу, но нет. Правда, Валера? Правда. Ты готов к съемке? Яну мы сейчас встретим. Да, я готов. Супер, ну тогда мы идем в студию. Подготовка к морю, мы сейчас тут сгорим возле студии, но пообщаемся. Значит, мы сейчас зайдем в это прекрасное, красивое здание советское, но прежде хотелось поговорить о твоей медиакарьере, потому что она уже началась, и как ты к этому относишься? Насколько тебе комфортно перед камерой? Ну, мне комфортно перед камерой. Да? Да. Так и не скажешь. Хорошо, не, на самом деле ты делаешь прогресс в этой стезе, за что мы тебе благодарны. Ты помнишь свою первую съемку? Помню. Это, наверное, была с Яной, да? Это было здесь, по-моему, если я не ошибаюсь. Да? Это возможно? Да, боже, какое приятное совпадение. Что это было? Это было на Нави Спортскемп. И там это первое интервью у всех брали с этого здания, с Волновался? этой студии. Я не помню. Не помню уже. Ну, насколько тебе хотелось бы развиваться вообще в этом направлении? Ну, хотелось бы, конечно, постить там что-то. Постить Хорошо, истории. а на Ютубе? Вот ты Не, бы на кого Ютубе выбрал, нет. Гордона или Дудя, чтобы дать ему интервью? Дудя, Дудя? да. Правильно, хорош. Ну, Гордон мемный сейчас, можно было бы об этом подумать. Что бы ты выбрал? Развивать больше Инстаграм, быть такой супер популярной личностью, но посредственным игроком, либо быть непопулярным в медиа, но быть блестящим игроком? Конечно же, второе. Что вы Это очевидно. Ну, согласна, да. Что бы ты выбрал? Развивать Twitch-канал, супер популярный Twitch-канал, или супер популярный Инстаграм? И то, и то. А нет, так не бывает, Валера. Так Ну как не бывает? Ну, чтобы так было, нужно почаще сниматься у нас в медиа. Ну, и то, и Ну, то. наверное, все-таки Twitch больше, мне кажется, чем Инстаграм. Любишь больше стримить, да? Нет. Нет. Ну, я видела, ты стримишь, тебя уже много смотрят. Тебе комфортно в этой роли? Ну, вообще, когда ты играешь и стоит камера, то это не особо напряжно. Вот когда вот так стоит камера, то это более Напряжно. напряжно. Но все равно. Не к обращай этому просто надо просто привыкнуть и все. Как и к любой другой камере. У тебя есть любимые блогеры? Где-нибудь в Инстаграме, допустим? Ну, я подписан на Литвина. Так, и на кого же еще из блогеров? Я не знаю, кто это. Литвин, не знаешь? Ну вот, наверное, только на него. Хорошо, я думаю, что мы сейчас сгорим, поэтому давай двигаться по направлению к студии, встретимся там с ребятами и еще поболтаем. Давай. Погнали. Ты бы решился на экстремальный цвет волос? Нет. А побриться на лысо, например, наспор? Прям под ноль? Ну Под да. ноль, под ноль? Бритвой? Да. Ну, если бы проспорил. Я бы на такое не спорил, наверное. А насколько ты вообще сам заботишься о своей внешности? Как ответить правильно? Ну, разные там умывания, крема. Есть пару умывалок у меня. Ну что, друзья, мы уже сменили локацию, наша фотосессия подошла к концу, и в конце такого плотного и насыщенного медиадня самое время немного подкрепиться. Правда, Валер? Правда. Вообще, рассказывай, как твои впечатления от сегодняшнего дня? Все ли тебе понравилось? Устал ли ты? Я устал. Я еще сегодня не выспался. А где ты был вчера так поздно? Я просто поздно лег. И все. И был на буткемпе у Нави Junior. Да. Как прошла фотосессия? Рассказывай. Хорошо прошло. Как тебе твоя новая форма? Как тебе вообще наш мерч? Мерч классный у нас. Форма тоже классная. Какая вообще любимая вещь из нашего магазина? Среди всех. Можем паузу сделать? Открыть, посмотреть? Да смотри, прям тут. Да, ты можешь посмотреть. Хорошо. Заходи к нам на сайт. Заходим к нам на сайт. Шоп Нави GG. Штаны классные. Штаны классные. Да. Давай с тобой немного отойдем от Нави. Какую обычную одежду ты предпочитаешь в повседневной жизни? Какой Повседневной? стиль? Да, давай хотя бы стиль скажем.
Да я, если честно, в Мерчинави частенько хожу. Окей, как бы ты оделся, если у тебя было бы какое-то очень важное мероприятие? Что бы ты надел? Штанишки, футболочку и кроссовки. Мгм. А на свидание к девушке, к примеру? Так же само. Шорты. В данный момент шорты, возможно, одел бы джинсовые. Окей, а как давно ты вообще выходил там, на шопинг, прогуляться по магазину, купить себе новых вещей? Недавно я был в торговом центре. Был на фильме «Круэлла». Прикольный, кстати, фильм. Понравился? Ну да, неплохой. А с кем был? С кем ты был, в общем? Не один. С кем-то был? Был с компанией. Хорошо. Ты наверняка проголодался. Я думаю, что самое время уже сделать какой-то заказ, определиться с тем, что мы будем с тобой заказывать. Что бы ты заказал бы прямо сейчас? Так, ну я бы, наверное, Цезарь бы заказал бы Угу. С курицей или с креветками? с курицей. А какое вообще твое самое любимое блюдо в ресторане, либо из домашней кухни? Ну, это тяжелый вопрос. Но мне нравится салат с морепродуктами. Угу. Этот салат мне нравится. А из фастфуда, к примеру, может быть какая-то пицца, либо Биг Тейсти. Big Tasty, А. One Love. Угу. Как ты относишься к азиатской кухне? Да никак. А к очень странной экстремальной еде, к примеру? Нет, я такое ненавижу. Если, к примеру, Не я тебе- переношу даже. если бы я тебе предложила попробовать Нет. что-нибудь странное, может Мгм. быть, ну, ты даже не услышал, может быть, какие-то там, не знаю, червячки, либо же что-то в этом роде. Понятно. Не согласился бы. Почему? Это же Пон- интересно. Нет, мне не интересно. А как ты вообще относишься к таким экстремальным штукам в жизни? То есть там прыжок с парашютом. Вот это классно. Это мне нравится. Прыжок с парашютом. Хотел бы попробовать? Да, я бы прыгнул. Можно запланировать как-нибудь прыгнуть с парашютом? На камеру? Можно и не на камеру, можно и на камеру запечатлеть такой момент. Ну да, можно спланировать. А Ты вот- со мной прыгать пойдешь? Но если мы наберем сколько-то лайков, а ты, ну если хочешь, я могу с тобой прыгнуть. Я вообще сам могу. Ну, как бы с первого буткемпа вместе, поэтому мы можем вместе прыгнуть в тандеме. Ну, в любом случае, мы первый раз будем прыгать с инструкторами. Но я не против. Ребята, пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть что-то подобное. Что бы ты хотел попробовать помимо прыжка с парашюта? Может быть, дрифт, может быть, дайвинг. Пару лет назад очень сильно хотел поплавать с акулами. Белыми. Такими. Угу. В клетку залезть, и они там рядом плавали. Кстати, ты у нас получил водительское удостоверение. Да, Относительно недавно. да. Как вообще прошел у тебя экзамен? Насколько было легко сдавать? На самом деле я прошел экзамен, с первого раза сдал. Угу. Экзамен прошел легко. На самом деле я в автошколе больше отъездил практических занятий, чем нужно было. Угу. Я в 17 лет же пошел в школу эту, и намного больше мне пришлось. Точнее, не пришлось, а я сам как-то хотел кататься с инструктором и просто катался. Даже уже не надо было кататься, я все равно катался. Да, тебя также можно поздравить с тем, что ты наконец-то приобрел себе свой первый автомобиль. 18 лет. Сам. Да. Почему решил именно сейчас купить себе автомобиль? И Ну, просто захотелось. ты получил водительское удостоверение, такой понял, что пора покупать. Да. Ну, я еще, ну да, почему бы и нет. Ну, расскажи немножко подробнее про свой автомобиль. Там объем двигателя, это седан, это купешка, цвет автомобиля. Планируешь ли какие-то там именные, номерные знаки себе делать? Ну, цвет черный, 2 литра объем. Ну, насчет номера, я сейчас не хочу никакие номера ставить. А как-то возможно брендировать автомобиль под желто-черные цвета, что-то в этом роде, чтобы автомобиль узнавали? Ну, пока не планирую. Да я не хочу, чтобы вы знали. А зачем? Ну и каково было впервые сесть за свой автомобиль, который ты сам себе купил, 18 лет, проехаться без инструктора по городу? Страшно, не страшно, волнительно? Если честно, было немножко волнительно, но потом уже Нормально привык. привык, да, сразу. Ну как, почти сразу же привык. Хорошо. А какую обычно музыку слушаешь в автомобиле? Наверняка с музыкой катаешь. YouTube Music сейчас я решил попробовать вместо Spotify. Раньше я Spotify юзал, сейчас решил YouTube Music попробовать. Ну просто треки, которые на глаза попадаются, включаю просто и... Ну, наверняка есть какие-то любимые треки, либо любимые исполнители. Вот давай топ-3 любимых исполнителя за последнее время. Вот кого ты слушаешь, когда сам в машине, чтобы никто не видел? Все поп, то, что сейчас популярно. Все, что будет в рекомендациях.
Окей, Моргенштерн. Ну, нормально. Слушаешь? Ну, да, Скриптонит, там, Оджи Будда. нет. Еще будет пример? Буду говорить да, буду говорить нет. Ух ты, душный, Валера! Чем ты вообще занимаешься в свободное время? Сейчас у тебя отпуск. Ты иногда приезжаешь к ребятам на буткемп Нави Junior, чтобы поддержать их. Это похвально. Чем ты занимаешься в свободное время? Вот в идеале твой выходной день, как он пройдет? Просто проходит отдых, я проснулся, зашел в соцсети, зашел в ТикТок, чуть-чуть позалипал там. Может быть, мы тебя увидим в ТикТоке? Нет, 100% нет. Я Так, пыталась. А какие вообще сериалы обычно смотришь? Помимо Я Disney? вообще не фанат таких всяких фильмов, сериалов, но я планирую посмотреть «Бумажный дом». Все М, хвалят. Скоро, да, все хвалят, кого не спрошу. Надо будет глянуть Может, тогда книги? книги. Книги. Помнишь, мы с тобой снимали интервью зимой Да, после да. твоего дня рождения, и ты сказала, что тебе подарили книгу, и она тебе очень понравилась, но ты не помнишь ее название, но ты ее читаешь. Да? Дочитал ли ты ее? Нет. Я ее ни разу не прочел тогда, с того момента. Ни разу не прочел, да? Нет, не страницы. Так вот, сейчас я остановился на «Игра Эндера». Я читаю. сейчас. Мгм. Ну как, у меня так, две книги, я то одну, то другую. И «Гарри Поттер» сейчас начал недавно читать. У тебя впереди отпуск, и я слышала немножечко краем уха, что ты планируешь в отпуске заниматься спортом, Мгм, тренажерный зал. да. Чего ты хочешь по итогу добиться? То есть немного рельефа добавить, набрать массы мышечной, просто быть в тонусе. Просто хочу себя чувствовать отлично. В прямом смысле. Когда занимаешься спортом, ты себя по-другому ощущаешь вообще в целом. Ну, просто хочется стать примером самому себе. Быть лучшей версией. Себя, конечно же. Любимая твоя фраза. Чем бы ты хотел бы заниматься, если бы не киберспорт? Ты мне как-то уже задавала такой вопрос. Да. Может быть, что-то изменилось за полгода? Может, спортом, борьбой, может, занимался? Но ты мне на прошлом интервью говорил, что ты перестала заниматься борьбой, потому что тебе разнравилось. Потому что я переехал в Киев и как-то, как-то просто не занялся этим. Как, может быть, сейчас как раз у тебя когда Не-не-не. отпуск? Сейчас это просто немножко травмоопасно. Давай тогда вернемся к вопросу, чем бы ты хотел заниматься после того, как ты закончишь карьеру киберспортсмена. Думал ли ты об этом? Я понимаю, что еще очень рано, но тем не менее. То есть здесь у нас очень много примеров, тот же Зевс, там, Эдвард, Сеня, Паша Бицепс, который сделал Предлагаю свой вернуться к этому вопросу через лет 7. Звучит как тост, звучит здорово. В конце уже по традиции ты Да можешь нет, даже 7 это рано. Через лет 10. через лет 10. Все, звучит здорово. Тогда я вернусь к этому вопросу через 10 лет, я надеюсь. В конце уже по традиции ты можешь сказать пару слов нашим фанатам и болельщикам, которые смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Нави, ставьте лайки. Всем пока. Всем спасибо за просмотр, пока-пока. Пока.